Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич. И сегодня у нас есть возможность поговорить о нефти и капитале с уважаемым редактором, создателем, главным двигателем прогресса портала «Нефть и капитал» Владимиром Владимировичем Бабылевым. Добрый день. Здравствуйте. Да, я бы добавил двигателем внутреннего сгорания. Вот, правильно. Ну, я бы предложил сегодня размяться с не совсем нефтяной темой, но капитал там точно есть. В пятницу Владимир Владимирович Путин проводил совещание с членами правительства Российской Федерации, в том числе обсуждался и вопрос угольной отрасли. Единственное, что мы услышали в исполнении президента о том, что проблемы надо обсудить, после чего съемки были завершены. Тем не менее, никакой новостной портал нас не обрадовал ничем. Совещание было в позднее время, вечернее, а в субботу утром в Кемерово десантировалась целая группа сотрудников правительства Российской Федерации во главе с вице-премьером Александром Валентиновичем Новаком, который отвечает за ТЭК. Разумеется, присутствовал Сергей Савельев, министр энергетики. Помимо него присутствовал господин Решетников, он отвечает за наше Министерство экономического развития и вводит формулы для расчета всяческих цен, сваливая потом вину на Аргус, хотя Аргус здесь ни при чем, он исполнитель, и министр транспорта господин Левитин. Информации об этой поездке, я бы не сказал, что много. Левитин впервые в жизни посетил шахту, пообщались с коллективом, уехали со словами, что все будет в порядке. Давайте тогда выясним, а что не в порядке, если понадобилось высаживать такой мощный представительный десант в Кемерово. Совершенно непонятно. В Кемерово ситуацию губернатор обрисовал достаточно коротенько, с учетом снижения объемов добычи, с учетом снижения объемов экспорта, областной бюджет по итогам года не досчитается порядка 80 миллиардов рублей. Вот так, если очень коротко. Что означает «все в порядке», я до конца не понимаю. Ну, видимо, так задумывалось. Александр Валентинович нас порадовал тем, что год к году снижение объемов добычи всего-то 1%, и в следующем году будет такое же достижение, то есть вот как в 2024 году, так и в 2025 ровно столько. Стабильность – признак мастерства. Странно, что в Кемерово вот такой стабильности не ощущается. Порты Дальнего Востока не досчитались 40% груза, от них требовали побыстрее все ввести в строй, ввели, грузов нет. По плану у нас Восточный полигон в этом году выходит на 180 миллионов тонн провозной способности, провезено будет 165 миллионов тонн. Виноват ковид, виноваты санкции, виноват Байден, Трамп, слишком много вагонов, слишком мало локомотивов, все виноваты. Трамп поломал локомотива. Да, а Байден выгнал бешеное количество вагонов, и теперь не разобраться ни с чем. А в чем же получается проблема? То есть как бы у нас сложности с экспортом угля, а российский уголь перестали любить на международных рынках. Ну, я имею в виду, поскольку я не так сведущ в угле, а больше понимаю в нефти, там ситуация в целом более-менее понятна. Есть огромный теневой флот, и поэтому, несмотря на все санкции, запреты, там, колючую проволоку, потолки, полы, так или иначе, как говорится, нефть дырочку найдет. То есть российская нефть так или иначе, там, честными, нечестными, полулегальными, серыми способами таки попадает на международный рынок, где ее охотно покупают. Так вот, на международном рынке разлюбили российский уголь. В Китае точно разлюбили. По итогам года ожидается минус 14% объема поставок год к году. При этом Китай весь остальной уголь закупает в больших объемах, чем в прошлом году. Хотя при этом ставят рекорды по собственной добыче и, разумеется, вводят рекордное количество солнечных ветряных электростанций. Все взаимосвязано в этом мире. У нас что происходит? У нас все угольщики хотят теперь попасть на Дальний Восток. Западные порты углем не догружены. Поставки идут в Индию, идут в Китай, через Усть-Лугу или через Мурманск вывозить как-то странновато. Так себе. Возникает вопрос, зачем строится порт Лавна, как его грузооборот будет выглядеть, сказать сложно. А что касается Кемерово, наш главный угледобывающий регион, Кузбасс, то есть если брать такую среднюю величину 440 миллионов добычи, кстати, больше, чем в советские времена, то половину добывают в Кузбассе.
Кузбасс у нас 4500 километров что направо, что налево, да и вниз, в общем, не меньше. Вот, собственно говоря, он и попал. При этом вот средняя температура по больнице -1%, в тихом, незаметном, маленьком городе Якутске, страдающем от глобального потепления, не поверите, там всего -25, никто не понимает, как жить. Начали подводить предварительные итоги, они видят плюс 35%. Угу. Причем Тихоокеанская железная дорога еще не работает. Ее построили, но ей нужно отстояться, там вечная мерзлота. Вот как-то так. И вопрос к вам, как к главному специалисту по нефти. Вот у нас, если посмотреть всевозможные энергетические стратегии, какие-то программы развития, очень много слов всегда про углехимию, глубокую переработку угля, много-много слов, ни одного проекта. Вот мне казалось, что алгоритм отработан. Нефтеперерабатывающие заводы получили определенные льготы в том случае, если они вкладываются в глубокую переработку угля, нефти. Ну, все равно углеводорода, не сильно я ошибся. То есть в борьбе за классы Е5, Е6 вы вкладываете деньги, вам предоставляют какие-то налоговые льготы. А что именно мешает нашему замечательному правительству использовать этот алгоритм в угольной отрасли? Ну, мне это тоже непонятно, потому что в нефтепереработке эта схема действительно работает. То есть ты заключаешь инвестиционное соглашение с правительством, соответственно, объем инвестиций должен быть не менее чем, набор установок для переработки и производства классового топлива должен быть не менее чем, объем не менее чем, сроки и, соответственно, обязательный пункт — это реализация нефтепродуктов классового топлива на российском внутреннем рынке. Вот при всех этих условиях ты получаешь возможность подключиться вот к этому демпферному механизму, который компенсирует тебе потери в том случае, если экспортная альтернатива оказывается не столь, вернее, экспортная альтернатива оказывается более привлекательной, чем внутренний рынок. Ну, это как бы поддерживает твое стремление перерабатывать нефть и производить из нее нефтепродукты, которые ты, опять же, простимулирован продавать на внутреннем рынке. Схема рабочая. То есть вот там получается, вроде топливно-энергетический комплекс, вроде углеводороды, одни жидкие, другие твердые, то есть пока никак? Пока никак, причем не знаю, в чем проблема. Может быть, проблема в том, что, по крайней мере, нефтеперерабатывающий комплекс, он существует, он работает. Многие заводы из тех, которые работают в России, им там по 30, по 40 лет, естественно, они модернизированные там, ну, как бы от того завода, который был построен 40 лет назад, даже, наверное, забора и шлагбаума тех времен не осталось, все новое. Ну, разве что территория огорожена, все так же, может быть, забор старый. Может быть, проблема в том, что в углехимии надо начинать практически с нуля? Ну, как с нуля? Если прогуляться до Российской академии наук, до Сибирского отделения Российской академии наук, у нас до начала эры большого газа Советский Союз во всем, что касалось угледобычи, углепереработки, опережал всю планету безо всяких проблем. Ну, тогда возникает вопрос, куда все делось, потому что про крупные проекты в нефтепереработке, ну, собственно говоря, знают все. Я думаю, даже люди, которые не сильно сведущие в специфике и в жизнедеятельности нефтегазовой отрасли, так или иначе знают, где какой НПЗ расположен. Ну и, по крайней мере, на АЗС в Е5, индекс Е5 никого не пугает. А вот про какие-то крупные проекты в области углехимии, про Россию я не слышал. Вот про Китай слышал, а про Россию нет. То есть вот такой алгоритм у меня почему-то в голове складывался, может быть, я что-то не понимаю. Здесь хорошо льготы. Если все угольные компании жалуются на РЖД о том, что она не проводит оговоренные квоты, меньше получается, там такие проблемы, сякие проблемы. Ну хорошо, вы хотите возить, покажите начатый вами проект глубокой переработки химического угля. И, пожалуйста, ваша квота. И, кстати, еще один момент. Я вот эту фразу «слезть с сырьевой иглы» помню, начиная, ну, наверное, почти с детских каких-то времен. Вот с пионерского галстука. Да, вот это вот слезание с сырьевой иглы. И главное, что логика-то в этом есть, потому что слезание с сырьевой иглы означает производство продукта с более высокой добавленной стоимостью. То есть вот
простой пример, там нефть и потом те шины, которые делаются потом из этой нефти с добавлением там различных присадок и так далее, это же 700% как бы увеличение стоимости продукта. Вот понятно, что там, ну, шины, может быть, не очень хороший пример, там японские или немецкие всегда будут лучше, хотя не всегда понятно чем, ну, оставим это. Но так или иначе, даже если мы возьмем нефть и бензин, наш бензин очень, в принципе, судя по тому, что его экспорт пришлось запрещать, видимо, он очень хорошо продается на внешних рынках. Но если не иронизировать, то он, в принципе, действительно неплохо продается. Бензин, но мы же и глубже умеем, и зашли масла, смазки. Бензин, дизель. Ну, дизель мы экспортировали всегда и продолжаем делать это теперь, несмотря ни на какие санкции. То есть прям вот... И даже несмотря на нехорошее поведение Эрдогана. Да. Все равно мы ему спокойно продаем дизель. Да. Причем покупает он это в большом количестве. Действительно, масла, смазки. Наши базовые масла прекрасно продавались на экспорт. У многих наших российских компаний, ну, как бы не буду рекламировать, не буду называть, но фактически все крупные компании так или иначе имели представительство, причем много, за рубежом, где они продавали наши масла, причем не только базовые, а уже как бы с присадками, там, более высокого класса, открывали свои дочерние компании за рубежом по банкировке судов. Вот, кстати, напомню историю, вы знаете, вот этот знаменитый этот вертолетоносец «Мистраль» французский, который мы что-то то покупали, то не покупали, не суть. Интересно то, что практически все масла, которые были залиты в этот вертолетоносец, во все там в турбины, там втулки, там карданы и так далее, это все были российские масла. Ну, как бы, если французам для своего, так сказать, оборонного вот этого вот шедевра вполне было нормально закупать российские масла, многие тоже закупают и не страдают. У нас есть что продать на зарубежном рынке, даже несмотря на санкции. И больше того, получается, что государственных инвестиций в это не потребовалось, владельцы нефтеперерабатывающих заводов все сделали сами. Вот тебе морковка, если хочешь до нее дотянуться, шагай. На каждом шаге морковка все вкуснее и вкуснее, а в конце вообще тыква. Ну, совершенно верно. Ну, да. это потому что экспорт бензина запретили, то есть в конце тыква. В конце тыква. Если смотреть на Кузбасс, это действительно 4,5 тысячи до западной, 4,5 тысячи километров до западной границы, столько же до восточной. Но если у вас углехимия, совершенно другая маржинальность, тогда вы разгружаете РЖД, но при этом занятость населения нисколько не меняется. Вот это, кстати, тоже очень важный фактор, потому что, ну, как бы все знают, что труд шахтера тяжел невероятно. И после этого вот всю вот эту массу произведенного сырья, а его по-другому никак не назовешь, там, отвезти и продать куда-то, где из этого сделают, там, помимо электричества, там, что-то еще с более высокой добавленной стоимостью, действительно, почему не заняться этим здесь? То есть кроме шахтеров тогда появляются там химики, там еще какие-то специалисты, ну, как бы строится предприятие. Любое предприятие — это всегда там 100, 200, 300, 500 тысяч дополнительных рабочих мест. Хорошо, плюс да, налоги. Даже если говорить о том, что у нас больше сотни угольных компаний, ну, соберитесь вместе, сделайте общий проект, ничего страшного не произойдет. У нас есть, конечно, выдающаяся компания, вот Эльга Уголь, которая в одиночку одолела вот этот проект. Ну, даже с БАМом можно, наверное, сравнивать, 600 километров по Якутии, по Хабаровскому краю, вот в тех условиях, где вообще никаких дорог нет. Ну, это одна компания. Ну, 2, 3, 4, 5, ну, неужели нельзя сделать какую-то углехимию и избавиться от этой проблемы? Вы перестанете, уже довелось познакомиться с работниками Министерства энергетики, которые живут в Министерстве транспорта. Живут в РЖД, там выколачиваете квоты, рулят там этими вагонами и прочее. Но вот эта романтика исчезнет, потому что вместо состава у вас уйдет 2 цистерны и все. Ну, РЖД — это, в принципе, отдельная тема, я так понимаю, она больная не только для угольщиков, но и для нефтяников. Ну, тем не менее, если есть возможность, причем никто же не проигрывает. Вы получаете более маржинальный товар, регион, где вы трудитесь, получает новые рабочие места, новые поступления в государственный бюджет, в областной бюджет. Железная дорога чуточку меньше работает, вам немножечко полегче. Мне так казалось. Тем более, что есть еще один нюанс.
наши угольные компании выяснили, что уголь, вот, добытый в карьере, добытый в шахте, если его прям сразу загрузить в вагон, то он стоит одних денег. Если он проходит горнообогатительную фабрику и получает определенные стандартные размеры, то он стоит других денег. Это замечательно. Вот все эти обломки, то есть некондиционный уголь, что с ним делать? Его можно продать населению. Что и делается, сказать, что население в полном восторге, потому что это действительно обломки, там и грунта хватает, и горит он плохонько, и золы там много. Что с ним делать? Если его не удается продать в частные руки, то он просто лежит, его надо просто закапывать. И получается несколько так. Это прекрасный процесс. То есть мартышкин труд. За большие деньги его выкопать, потом он немножко лежит на поверхности земли, потом за не меньшие деньги его нужно закопать. Ну, вот так. То есть, на мой взгляд, сырья для глубокой переработки угля более чем достаточно. У нас действительно много открыто обогатительных фабрик. Ну, причина понятна. Не самое выдающееся усилие, но у тебя маржинальность увеличивается, становится на что-то похоже. И еще один момент, если ты уходишь в углехимию, ты вот торгуешь совершенно другим товаром, у тебя диверсификация, в конце концов, наступает. Ты угольная компания, которая торгует не только углем, но и всем. По-моему, насчитали более 2 десятков всевозможных химических соединений, которые из угля можно получать. Наверное, мы что-то не понимаем. Ну, будем надеяться, что ситуация изменится. Вот у нас теперь новый министр энергетики, который пришел фактически из угольной отрасли. Он-то в этом, наверное, понимает. Ну, я думаю, что как раз в связи с этим десант высаживался в Кемерово. Видимо, там как-то удалось договориться с министром транспорта, что все-таки вывоз будет осуществляться, и такого глубокого падения, как в этом году, в следующем уже не будет. Но, может быть, даже не министру энергетики надо подсказать, а министру финансов. Алгоритм отработан. Борис Леонидович, опять вы наступаете на больную мозоль. Ну, он же отрабатывал этот алгоритм. Вот морковка. Вот тебе условия, чтобы до этой морковки дотянуться. Ну, повтори то же самое. У министра энергетики спросишь, он тебе впишет слова про то что есть требуется. Везде меняем уголь, нефть на уголь, модель та же. Ну, кроме шуток, действительно, если это сработало в нефтянке, то в принципе, ну, где-то как-то относительно сходных процессах и структуре затрат, то есть как бы тоже добыть, переработать, произвести продукт, продать его на внутреннем рынке, вывести на экспорт. В угле, насколько я понимаю, принцип примерно тот же. Добыть. Ну, это тоже углеводороды, просто не твердые. Да. Но идеология-то все ровно такая же. Либо ты продаешь энергетический ресурс, либо ты продаешь результаты глубокой переработки. Ну, будем считать, что мы подсказали кому-то из них двоих. Будем надеяться. Будем следить за развитием событий. Будем следить за развитием событий. Наверное, быстрее всех среагирует министр транспорта. Он же в шахте был. Он же все видел. Да, он сказал, что это новый опыт. И, конечно, особенно приятно, что, прибыв в область решать проблемы с углем, все наши министры и вице-премьер отметили, как хорошо решены проблемы с аэропортом, и нужна вторая очередь. Вот, отлично. Ну, видимо, как минимум больше министров будет теперь прилетать в Кемерово. Ну, опять же, неплохо. Хотя, вот еще раз, если после совещания у президента вот такая группа министров вылетает для того, чтобы решать проблемы, ну, хотелось бы получать больше информации. Вот слетали, шахту посмотрели, аэропорт пощупали, сказали, что все будет хорошо. Вы по всем остальным регионам намерены вот в таком же составе? У нас есть еще Новосибирская область, там рядышком, может быть, в Хакасию завернете, может быть, в наши староновые регионы, там тоже с углем. Да, с углем там все пока непросто. Пока непросто, но мы ждем инвесторов. И напомню, вот из того, что удивительно, Россия же удивительная страна, мы умеем удивлять. Из всех нефтедобывающих государств на планете есть ровно одно, у которого нет закона о нефти. Это мы. Да. У нас нет закона о нефти. Ну, кстати, насколько я помню, у нас до сих пор нет закона о трубопроводном транспорте. Никому не надо. Транспорт есть, трубопроводы есть, а закона нет. Ну и отдельная история, что ФАС утвердила новые тарифы для Транснефти с 1 января. Транснефть этим недовольна, но будем наблюдать, как будет идти диалог дальше, пока еще до конца не утверждено. То есть вещей каких-то вот таких удивительных
много. Может быть, от части из них пора уже все-таки отказаться или вернуться. Я недавно совершил попытку прочитать закон об электроэнергетике. Принят в 2003 году, то есть ему 20 лет. Я начитал 109 изменений. Как выглядит этот закон в нынешнем виде, понять нельзя, потому что вот это отменили, это применили. Через 3 года то, что применили, отменили, применили новое. Вот это, Ну, это классика, да. Тут играем, тут не играем. Ой, извините, тут рыбу заворачиваем. вот Да. что-то из этой оперы. И еще одна история, связанная с углем. Я прошу пардона, но вот раз уж мы заговорили про уголь. Есть еще такое направление, как угольная энергетика. Неожиданно для всех. И если у «Газпрома» есть свой «Газпром Энергохолдинг», который уже научился строить даже в России газовые электростанции, вполне отвечающие всем нормативам на российском оборудовании, в городе Свободном получилось, то наши угольные компании угольные электростанции не строят. Тоже удивительно. В 2014 году была создана технологическая платформа, главное научное учреждение Всесоюзное, нет, теперь Всероссийский теплотехнический институт, на самом деле легендарное для всех теплоэнергетиков заведение. Во всех топках, если что-то горит, это сконструировано там. Институт был создан для реализации плана ГЛРО. Соответственно, все технологии сжигания соломы, мазута, дизельного топлива, угля, газа, вот все оттуда. Со стороны министерства и ведомств, разумеется, Министерство энергетики, и, как ни странно, из энергетических компаний только Интеррал. Интеррал, судя по кулуарным слухам, как раз в это и спасло, потому что, разумеется, денег не было, ничего не было, но пришло Интеррал. И там достаточно сложное название, высокоэффективная переработка и так далее, но это, если своими словами, чистый уголь. Идеология: угольная электростанция нагрузку на внешнюю среду должна давать столько же, сколько дает ее газовая, той же мощности. То есть, вот, соответственно, это кипящие слои в топках, ультрасверхвысокие параметры пара, новые совершенно системы фильтров в трубе, новая система водоочистки, технологии переработки золы, вот все это в комплекте. Может быть, это еще одно направление, которое может подсказать господину Силуанову. Вот если джентльмены вложатся в эту программу и появится вот этот комплект технологий, и вы начнете строить другие угольные электростанции. В Китае из 100% строящихся новых угольных электростанций 85% отвечают вот таким требованиям. Они у себя это сделали. Ну и тем более это какое-то ханжество выдвигать лозунги о том, что мы отказываемся от угольной энергетики навсегда, больше нигде, никогда. Ну, Китай попытался с такими лозунгами походить, но не очень получилось, и в результате Китай продолжает строить угольные электростанции. Про Индию я вообще молчу. И у японцев такие же технологии И у есть. японцев такие. Более того, говорить о том, что США, зеленый план Байдена, все закрыли, счастье, зелень, чистый воздух и так далее. Количество угольных электростанций в Штатах никто не попытался посчитать в связи со всем этим зеленым планом Байдена. У нас даже Хабек бродит по Германии, задумчиво чешет в затылке, а может, не надо угольные электростанции закрывать. Просто если сравнивать... Ну, собственно, пример хороший. Атом они уже закрыли. Ну, если сравнивать, я недавно добрался до параметров, которые китайцы выдают. Вот наша электростанция 100 мегаватт угольная, и у них 100 мегаватт угольная. Но у них получается, что если у нас надо 100% угля, то у них 60. Мегаватты те же, угля практически в 2 раза меньше. Естественно, нагрузка сразу другая. Ну, будем считать, что мы рассказали всем министрам, может быть, да, и напомнили о том, что угольная отрасль у нас есть, так сказать, по солидности возраста она еще более возрастная, древняя, чем нефтяная, и как бы вот так вот забрасывать ее и говорить, что старушка угольная отрасль, как-нибудь, наверное, не совсем правильно. Я просто логику напомню. 700 миллионов человек на планете вообще без электроэнергии. Еще 500 миллиарда человек имеют доступ к электроэнергии не всегда, с препятствиями, так скажем, добираемся. Вот вы, развивающаяся страна, вам хочется, чтобы у вас была надежная, стабильная генерация электроэнергии. Вам говорят, экологически чистое СПГ берите, и все будет хорошо. СПГ действительно много, предположим, что вы нашли деньги, вам хочется СПГ. Стоп, нужен регистрационный терминал. Строим регистрационный терминал.
прибыла некая жидкость, хорошо замороженная, вам ее надо каким-то образом довести до электростанции. Строим трубопровод, строим электростанцию. Электростанция говорит, что поскольку спрос на электроэнергию имеет 2 пика, 2 провала, мне нужно ПХГ. Замечательно. Вы развивающаяся страна, вы занялись строительством регистрационного терминала, трубопровода, ПХГ. А вот уголь. Пришел Балкер, высыпали, да хоть тачками развозите. Уже все в порядке. То есть уголь будет востребован всегда. Ничего с этим не сделаешь. Так что сказать, что угольная отрасль в России вошла в кризис, и пусть себе умирает, мне кажется, совершенно неправильно. Если говорить о запасах угля, по доказанным запасам на первом месте Соединенные Штаты, у меня вообще была в свое время совершенно бешеная гипотеза, что, собственно говоря, надо сделать, чтобы на планете возник хоть маломальский порядок. Соединенные Штаты, Россия. Уголь есть? Есть. И у меня есть. Нефть есть? Есть. И у меня есть. Газ есть? Есть. У всех остальных нет. Давай договоримся с ОПЕК и, собственно говоря, тем не менее, а если говорить о прогнозах... Будем считать, что мы Трампу тоже немножко подсказали. Если он за бизнес, то бизнес-схема совершенно классическая. Но это по доказанным запасам угля. У нас даже в советские времена все наши угольные бассейны исследованы до конца не были. Кстати, Новак, по-моему, говорил, что запасов угля нам хватит лет эдак на 500. Да, потому что если мы берем Ленский угольный бассейн, там советские геофизики, не геологи, то есть там даже шурфов-то не брали, оценили геофизическими методами, буковкой P1, P2, прогнозные запасы 2 триллиона тонн. А еще у нас есть Тунгусский каменноугольный бассейн, который просто не исследуют, потому что там холодно и дорог нет. Кроме песцов и овцебыков, другое население непостоянное. Эти живут постоянно, люди мигрируют. То есть, на самом деле, перспектив, если научиться пользоваться этим богатством, более чем достаточно. Не меньше, чем в нефти. А я напомню, что тот же самый Китай, насколько я помню, Госсовет, по-моему, своим повелением поручил, так сказать, исполнителям китайской национальности выделить 17 миллиардов на развитие углехимии. Долларов, не юаней. Да. И, соответственно, исполнители сказали есть и пошли выделять. Это у них, там почти такая административная система. У нас, еще раз напомню, нефтяникам никто не приказывал, ногами не бил. Им сказали, вот морковка, делай так. Но были созданы условия. Были созданы условия. То есть хочешь соответствовать, пожалуйста. Не хочешь, тогда продавай свои полупродукты на экспорт, но. Тем более алгоритм отработан. Это уже было, и это можно повторить. То есть для этого нужно, чтобы в Министерстве финансов вспомнили, как это было, в Министерстве энергетики посоветовали, какая угольная продукция нужна, и, собственно говоря, почему бы и нет. Будем надеяться, что кто-нибудь услышит. Спасибо, что нашли время, спасибо, что взглянули. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.